Всем привет! Это видео является ответом на пост от 2 марта 2022 года по игре Heroes and Generals, где в связи с военной спецоперацией России на Украине TLM Partners решила отключить российские сервера, и без объяснения причин были забанены многие русскоязычные игроки. Помимо сбора на гуманитарную помощь Украины, автор поста Umbra в конце оставил лозунг, который активно использовали украинские коллаборационисты. Те самые союзники нацистской Германии, устраивавшие геноцид польского населения в 1942 году. Я пытался связаться со всеми разработчиками игры, чтобы узнать, какова позиция компании по отношению к нацизму, и дать пояснение, почему на их посте присутствует украинский националистический лозунг. Ответ я получил лишь от комьюнити-менеджера. Сначала Хейдес мне показался некомпетентным в этом вопросе, поскольку он попросил подождать развернутого ответа, дабы посоветоваться с начальством. Позже он пояснил, что среди его коллег никто не исповедует нацистскую и фашистскую идеологию, однако в фразе «Слава Украине» уверял, что уже не имеет ничего общего с такими идеологиями. Но раз так, тогда почему я не слышал в Германии людей, скандирующие Deutschland über alles, или во Франции La France pour les Франции, или в Италии Dux mea lux? Несмотря на мои аргументы, дальше не было смысла дискутировать, поскольку сотрудник Ретта Мото возомнил себя доктором исторических наук, продолжая мне отвечать по методичке. Прошло какое-то время, фразу в посте все-таки удалили, но осадок-то остался. Ну еще через пару дней разработчики молча удалили меня из списка создателей контента в Дискорде. Такие дела. Вишенками на торте стали отключение российских серверов и внезапно систематические баны русскоязычных игроков, в том числе участников клана Red Scare, КГБ и СССР. Эти кланы давно стали интернациональными, состоящие из американских, европейских и азиатских игроков. Они часто кооперируются в TeamSpeak и вместе играют, несмотря на разность пинга. И что немаловажно заметить, не российских игроков не были забанены в тот момент, когда они вместе играли с россиянами. Это можно расценивать как политически мотивированным решением. Поэтому я могу с уверенностью сказать, что Ретта Мото и TLM Partners являются русофобскими компаниями и не считают простых русских, я подчеркиваю, простых русских, людьми. Двойные стандарты, хули. Окей, уважаемые европейцы, американцы или кто вы там по национальности, раз уж в ваших школах были проблемы с историей, присаживайтесь поудобнее, сейчас я начну сдалека. За это время майдануты жгли мирных жителей в Одессе, устраивают в больших городах факельные шествия в честь Степана Бандеры, терроризируют русскоговорящее население и, наконец, желание Украины вступить в НАТО. После Майдана украинская власть стала восхвалять фашистов и делать из них героев. Не потому, что они добились чего-то для самой Украины, а потому что ненавидели Россию и все, что с ней связано. Для Европы и Америки неважно, кем был Коновалец, Шухевич или Бандера, главное, что русских они резали. И евреев. И поляков тоже, между прочим. Украина – соседнее государство России, и она пламенно желает вступить в НАТО. Это значит появление военных баз с нашими границами ближе к Москве. Хочу напомнить, блок НАТО был создан еще в 1949 году, якобы для защиты Европы от советского вторжения. Но Советский Союз уже как 30 лет не существует, развалилась организация Варшавского договора, и на ее месте появились 15 независимых государств. А НАТО мало того, что до сих пор существует, так и еще она и распространяется на восток. Некоторые люди удивляются, как в 21 веке, в эпохе цифровой технологии, можно решить вопросы силовым методом. Для вас это будет открытием, но так делают все ведущие государства, когда общего языка не могут найти, когда дипломатия заходит в тупик.
Что-то, когда США вторглась на Панаму в 1989 году и на остров Гаити в 1994 году, мотивировав тем якобы защитой американских граждан и восстановление демократии, почему-то никто не верещал. На территории Донбасса, а это на Украине, проживает больше 500 000 граждан с российскими паспортами. Вы их можете не знать, но это наши люди. Почему украинские власти, которые Запад так их активно поддерживает, не могли найти общий язык с ЛНР и ДНР за 8 лет? За все это время Россия пыталась найти мирное решение, но оттягивать конфликт дальше просто-напросто нельзя. Видимо, это вы там думаете, что диктатор там сошел с ума, нажал на кнопку и развязал войну, а украинский лидер, значит, получается неплохой парень, и он в этом не виноват? Тогда возникает резонный вопрос. Почему Украина продолжала бомбить эти территории? Причем свои же. Не подумайте, что у меня нет претензий к российскому правительству. Если бы наши бессменные чиновники за последние 20 лет не занимались бы обогащением своих карманов, не преследовали свои шкурные интересы, то такого дерьма в нашей экономике не было бы. И было бы намного меньше недовольных россиян. Но сейчас, как бы это парадоксально ни звучало, все уходит на второй план, ведь стоит вопрос о дальнейшем судьбе России. Я, как и все здравомыслящие люди, против всех видов войн. Политических, экономических, вооруженных, там, гражданских и прочее, прочее, прочее. Есть такое латинское выражение «si vis pacem para bellum», то есть «хочешь мира, готовься к войне». Я считаю, что военная спецоперация России на Украине – это единственный верный, исходя из сегодняшних реалий, вариант. Что я буду делать с Heroes and Generals? Но поскольку российские сервера отключены, у меня пинг будет больше 100. И поэтому я приостанавливаю свою деятельность в этой игре. Не будут выходить обзоры и гайды. Хотя моя активность и так была не особо-то высокой. Тем не менее, я займусь другим проектом. Благо, есть чем заняться. Призывать бойкотировать игру, типа удалить ее со своего компа, это несколько глупо. А вот не донатить и занизить оценку в Steam, это заставит Ретто Мото задуматься. Потому что игры должны быть вне политики. Всего хорошего.